Я искал этот гранатомет 3 года, и я его нашел. Это Карл Густав. Это танк Т-72Б, и бронирование башни составляет более 500 мм. Сегодня я попытаюсь пробить его при помощи гранатомета Карл Густав. И знаете, это ведь не просто гранатомет, это буквально винтовка, потому что у него есть нарезы ствола. Берем кумулятивный снаряд 84 мм 5.5.1, вставляем в казенник Карла Густава. Здесь есть специальный выступ, в который должен хорошо залезть наш замечательный снаряд. Дальше мы его закрываем. И захлапывается он у нас. А, собственно, все. Он готов к стрельбе. О, он потяжелел. Бам! Снаряд. Это все, что от него осталось. Проходит через моторное отделение и попадает внутрь башни танка. О чем это говорит? Кумулятивный снаряд внутрь. А это значит, что он попадает прямо в барабан, где находятся снаряды. И если глянуть отсюда, ничего не понятно. Кстати, заметьте, у меня практически полностью целая башня. В США он проходит как М3 Multi-Role Anti-Armor Anti-Personal Weapon Systems или просто Густав. В Британии его называют Чарли Джи, в Канаде Карл Джи, а в Австралии его называют даже Чарли God's что переводится вроде как «боль в животе». В Швеции официальное название проходит как 8.4 CM Granatgewehr M48, но в войсках его чаще называют GRG. Этот гранатомет интересен хотя бы тем, что на самом деле это безоткатная винтовка. Карл Густав – это нарезное оружие, что и отличает ее от многих гранатометов. Кстати, это один из самых первых образцов в своем классе, который почти на 15 лет появился раньше, чем РПГ-7. И на секундочку, он не дешевый. Денег я, конечно, не платил за него, оппоненты по ту сторону предоставили его в безвозмездное пользование, но каждый такой гранатомет стоит порядка 20 тысяч долларов, а каждый снаряд к нему стоит порядка 3000. А часики-то тикают, но это не швейцарские. Кстати, кроме неплохой оружейной школы, у Швеции есть еще и очень известная автомобильная. Сам бренд Volvo у нас напрямую ассоциируется с безопасностью, а их легендарная Volvo 240 – это настоящий танк среди гражданских тачек. Неубиваемый, квадратный и такой же надежный, как моя прическа. Его любили таксисты, полицейские, путешественники, короче, все, кому нужна была машина, работающая десятилетиями. Шведский подход – это когда вещь служит долго и не подводит. И хоть модель это крайне старая, на дроме, кстати, и такие имеются. Давайте-ка глянем. Так. Это была тачка из предыдущего выпуска про Максимку, так что если вдруг, смотря наш выпуск про Брата 2, вам захотелось такую тачку, то такие тачки есть. Есть вот такой, например. Очень удобно под пулемет Максим, если вы понимаете, о чем я. И, кстати, современных тут шведов вполне достаточно, даже Саабы есть. Но прежде чем брать тачку, естественно, надо быть уверенным, что тебя не разводят. А то, мало ли, угон, криминал и все такое. Мама, I'm a criminal. Мы такое не любим и вам не рекомендуем. На дроме 700 тысяч объявлений, есть из чего выбрать, но важно смотреть отчет об истории. Я сам перед покупкой сначала проверяю машину на дроме, пробег, владельцы, был ли ДТП. И если все чисто, тогда можно ехать на полигон и проверять, как она месит грязь. Другими словами, сначала дром, потом ураганить. Кстати, если не уверен насчет тачки какой-либо, можно почитать отзывы владельцев. За авто иди на дром, ссылочка в закрепленном комментарии. Проверь тачку и будь уверен в своем выборе. История этого гранатомета началась в 1946 году, когда шведские инженеры Хуго Абрамсон и Харальд Йенсен из Королевского управления материального обеспечения разработали Карл Густав М1. Производством занималась компания Carl Gustav's Stets
Gewehrwachtори, откуда оружие получило свое название. Этот гранатомет ценят за его универсальность, точность и возможность использования самых разных боеприпасов. В моем случае это два боеприпаса Hitrep 751 и 551. Можно использовать самые разные боеприпасы, именно поэтому он стоит на вооружении более чем 40 стран, включая крупнейшие армии мира. В НАТО, например, он используется пехотой, спецназом, силами быстрого реагирования, и хрен разница, кем он используется. Главное, что он используется команданты в полигонных условиях. Тубусы очень легкие, это, наверное, пластик или поликарбонат. Видите, чтобы он там сильно не ворочался, вот сделаны такие ребра жесткости. Я не знаю, для чего это сделано, но полагаю, что это про безопасность. Каждый из них подписан. Вот здесь ВТ 9,6 килограмм, CU, не знаю, что бы это ни значило. Два картриджа, вот таких вот два картриджа. И второй тоже уже длиннее. Примерно так же он и выглядит. Короче, это очень удобно. То есть снаряды не боишься за то, что он упадет или в него пойдет осколок. В отличие от наших РПГ, можно носить сразу же 4 снаряда на себе и делать это, не опасаясь того, что взрыватель случайно упадет тебе на ногу. Достаем еще один снаряд. Скажу честно, очень удобно, действительно как винтовка. Практически не чувствуется отдачи. Заряжаем еще снаряд. Бам! Ух! Мощь! Я попал прям в верхнюю часть, как и хотел. Смотри. Охуительно. Слушайте, ну неплохо я оформил. Прям вместо командира. Вместо командира там теперь отверстие. И давайте посмотрим, какое это пробитие. Еще один добавлен триплекс, можно сказать. Через него вполне смотрелся бы хорошо глаз командира. Но если бы там был глаз командира, у командира не было бы башни. Кумулятивная струя ушла как бы сверху вниз. Потому что здесь какой-то шов, видимо, где крепится верхняя часть вот этого. Верхняя часть люка попала прям в шов и точно минус командир. Но давайте я сейчас попробую выстрелить под маску орудия чуть ниже. Ну, во всяком случае, расстояние очень близкое, но в этот диоптический прицел я вижу фактически пол башни. То есть в какую конкретно он попадет, зависит от того, насколько у команданта хорошие нервы и не трясутся ли руки. Мы делаем очень вкусный кофе, который продаем, и этого хватает на то, чтобы купить себе еще чашечку кофе. Ну, на самом деле, да, это небольшие деньги, но все равно очень полезный для нас доход. Так что переходите по ссылочке в описании, переполох.shop, там можно наш кофе купить. Рукоять под спусковой крючок. Основная рукоять выполнена из дерева. Бам! Вторая рукоятка. Откидные прицельные приспособления механические. Вообще-то здесь должен быть оптический прицел. Это целик, это мушка. Это крепеж для оптического прицела. Это, видимо, подсчетчик, если у вас очень длинное лицо. Но вот смотрите, мне, честно говоря, целиться вот так вот будет, ну, конечно, не очень. Ну ладно, я попробую. Плечевой упор. Мне кажется достаточно удобным, но то, что он железный, мне нравится. Предохранитель. Сейф и... Иху! Регулировка дальности. В данном случае здесь стоит уебанская. Абсолютно уебанская. То есть, по идее, он на ноль, да? Типа в упор стреляет, короче. Работаем дальше. Они как игрушечные, если честно. Сейчас мы сделаем следующее.
Это было жестко. Первое, что неудобно, это когда ты стреляешь в наушниках, в тактических условно, ты не можешь прицелиться, тебе приходится оттопыривать ухо, и правое ухо глохнет автоматически. Потому что издалека-то понятное дело, что он тихий, а рядом уже хорошо так громыхает. Кумулятивная струя, я думал, знаете, ну метр, может быть, ну 1,5. Но чтобы все 3 метра, я, конечно, о таком представить не мог. У Карл Густав очень длинная кумулятивная струя, если можно так выразиться. Я пробиваю ее в корму, его танк точнее. Кумулятивная струя проходит дальше. И 2,5 метра, наверное, мы видим, что кумулятивное пробитие есть в корпус. То есть залетело помимо моторного отсека. Конечно же, она, наверное, застряла бы в моторе. Я попробую попасть в переднюю часть башни танка, ведь это самое толстое место, собственно, в башне. Чтобы полностью открыть казенную часть, вам нужно будет делать следующее. Вам нужно взвести. То есть вот это вот, по сути, курок этой винтовки. Подали вперед. И, не нажимая на спусковой крючок, мы открываем вот эти штуки. Кстати, вы, наверное, скажете: штуки? Ты оружейный блогер, не знаешь, как называется эта штука? И главные диванные эксперты, которые каждый день из Карла Густава, наверное, скажут мне, что это называется... Ладно, у меня есть специально обученный советник, он знает, как называется вот эта штука. Так, вот это. Документики. Так, это называется шпарштук. Это шпарштук? Шпарштук, да. А это? Это называется бюргер-гриль. Не, самое смешное, что бургер-гриль может быть со мной, если я что-то сделаю не так, потому что это оружие долгое время лежало в полях. Так вот, показываю. Значит, отводим курок, вперед отводим бюргер-глюгер, а потом на себя бургер-кинг. Ну, или как там называется. А сюда, сюда, в казенную часть ствола мы вставляем снаряд 84 миллиметра. Смотрите, фишка в том, что, чтобы правильно его засунуть, вы не можете его просто так засунуть. Не знаю, правда, фишка это или... фишка? Да. Но, видите, оп. И дальше он закрывается. И можно стрелять. Ремень. Natural Red Bull. Абзюк. Ну ладно, смотрите, для особо изощренных наших зрителей, чтобы все было понятно, для вас тут все написано на шведском. В любой момент просто можете читануть, и все будет добро. Берешь, делаешь сгджут рикнинг, потом делаешь авскарма, потом форблинда, потом кормпункт нажимаешь, сайкте, рикпункт, синтил, сифте, очвинт, валидж медхан, ну и напоследок нолдспицен делаешь. Сегодня достаточно жарко, согласитесь. Как при помощи орудия Карл Густав одним выстрелом заклинить, возможно, башню или повредить ствол, который точно уже не выстрелит. Смотрите, я только что пробил ствол танка Т-72Б. Вы понимаете, что вся суть танка содержится в том, что если орудие может стрелять, он боеспособен. В противном случае это просто гроб на колесах. И только что при помощи 84-миллиметрового снаряда Карла Густава я превращаю этого железного монстра в большой железный гроб. Представляете, что будет, если вот так, после такого выстрела, танк еще и выстрелит? Почти уверен, что у него будет ствол ромашка или его вообще просто оторвет. Не проверяли, никто не знает. Этого никто не проверял. Кстати, в одном ролике мы это проверяли. Попытались проверить. Там был рапирный снаряд, но, в общем, да, это интересно.
Да, вот пулемет. Вот. И получается, от него до тебя будет вправо сантиметров 30 по одной линии. 30 сантиметров по одной линии. Вправо. Вправо. 30-40 сантиметров. Да. Щечка выдержала полностью. Круто. Карл Густав имеет калибр 84 мм, что позволяет использовать мощные достаточно снаряды для самых разных задач. Длина ствола в версии М3 составляет 1063 мм. Чуть короче, чем у предыдущих моделей, но тем не менее по-прежнему удобный. Вес гранатомета снизился по сравнению с ранними версиями и составляет 8,5 кг, что делает его удобным для переноски, да и для стрельбы, наверное, тоже. Корпус выполнен из алюминия и композитных материалов, что позволило сократить вес без потери прочности. Скорострельность до 6 выстрелов в минуту. В отличие от РПГ-7, который использует стабилизаторы на снаряде, у Густава стабилизация идет через вращение снаряда в полете. Это дает несколько преимуществ, например, высокая точность на средних и дальних дистанциях. Вращение делает траектории более стабильной, особенно при выстрелах на 500-1000 метров. Предсказуемая баллистика. Снаряды летят ровно, меньше зависят от погодных условий, и есть возможность использовать широкий ассортимент боеприпасов. Нарезной ствол делает возможным разнообразие снарядов. Но есть и минусы у такой системы. Ключевая особенность кумулятивного снаряда – это направленный заряд, который прожигает или вымывает металл. Но если такой снаряд вращается, фокусировка кумулятивной струи ухудшается, а значит снижается ее бронепробитие. То есть часть энергии уходит на раскрутку снаряда, что делает его медленнее, потому что скорость редко превышает 255 метров в секунду. Я пытаюсь засунуть снаряд, он не лезет. Хорошая ли идея его запихать туда и выстрелить? Думаю, не очень. Место, где мы их нашли, а вы об этом можете узнать в нашем секретном канале, телеграм-канале, вот ссылочка. Этот снаряд может быть поврежден. И велика ли вероятность, что у меня разорвет ствол этого Карла Густава? Вполне себе вероятно. Потому что там внутри что-то шумит. Поэтому я его, пожалуй, выбью обратно. Да, именно так я и поступаю, когда мне кажется, что я делаю что-то не так. А я иду такая вся, Дольче Габбана. Надо попасть в щечку попасть надо. Да, а снаряд здесь-то зашел. Согласитесь, вам нравится наше шоу, потому что оно безбашенное в меру. На очереди кумулятивное пробитие тандемными боеприпасами, но стоит глянуть, что я все-таки натворил последним боеприпасом. Карл Густав длиннее и тяжелее большинства аналогов, что делает его менее удобным при длительных переходах. Карл Густав использует снаряды 84 на 245 мм безоткатные снаряды. Снаряды RCL, которые имеют blowout конструкцию, то есть газы отводятся назад, уменьшая отдачу. Благодаря этому можно использовать разные типы боеприпасов. На данный момент у нас есть только два боеприпаса. Первый — это Heat Rep 551. Почему я даже рэп говорю по-английски. И второй — это тандемный боеприпас, который называется Heat Rep 751. 551 — это стандартный кумыс, как скажут в одноименной игре, который весит 3,2 килограмма и начальная скорость 255 метров в секунду. Пробивает 400 миллиметров брони, что делает его весьма эффективным против легкой и средней бронетехники. Однако из-за нарезов ствола пробитие уступает современным ПТРК. Дальность 700 метров по стационарным целям и 400 метров по движущимся. Снаряд оснащен ракетным ускорителем, что повышает его стабильность в полете и увеличивает поражающий эффект. РЭП — это такое название, которое говорит Rocket Assisted Propellant. FFV 751. Тандемный кумыс —
Этот снаряд предназначен для поражения техники с динамической защитой. Его масса составляет 3,8 килограмма. Начальная скорость 210 метров в секунду с увеличением до 336 метров в секунду после запуска ракетного движка. Он пробивает 500 мм брони, что делает его эффективным против современных танков и укрепленных целей. Дальность такой немного меньше, 500 метров, но за счет своей боеголовки он лучше справляется с броней. Пробивает сначала динамическую защиту, а затем уже и броневой слой. В щечку таки не удалось попасть обычным кумысом, и я попал еще раз, еще выше. И фактически вот здесь получилось очень наглядно. Мы увидим, что пробивается она практически насквозь в ее самой тонкой верхней части. Вот здесь, где крепление, где бронированный механизм этого люка. Командирская рубка, так сказать, проходит ее насквозь. И опять же насквозь проходит верхнюю часть, бронированную часть, я хочу заметить, со всеми ее механизмами. Вот видите, здесь выходит. Кумулятивная струя проходит насквозь. О, кстати, первая тоже ведь насквозь прошла. Вот я только сейчас заметил. Прикинь? Верхнюю часть башни пробивает насквозь в двух местах. Карл Густав хорош, он удобен, достаточно быстро менять боеприпасы. Несмотря на то, что по книжечкам расчет Карла Густава составляет 2 человека, командант сам справляется очень хорошо с задачей 2 человек. Время тандемных боеприпасов. И, конечно, каждый из вас скажет, но ведь имеет смысл пробивать через динамическую защиту или хотя бы в лобовую проекцию, и вы будете правы. Сейчас мы подыщем другой танчик и попробуем выставить туда. Это тандемный боеприпас Карла Густав, и пробивает он 500 мм брони. Попасть в щечку с Карла Густава с небольшого расстояния, учитывая, что целик у него на 200, а тут еще и другая баллистика. Он на 600 грамм больше весит, чем предыдущий представитель снарядов Карла Густава. И каким будет пробитие, сейчас мы узнаем. Потяжелел хорошечно. Что осталось после него? Глянем. Точно такая же. Ни больше, ни меньше. Такое ощущение, что я в бок попал, да? А, не, я попал в щечку! Я попал в щечку! Сегодня команданты разрушают прям как нужно. И в корму, и в башню, и в щечку. О боже! О мой бог! Сложно представить, что команданты попадают каждый раз, как хотелось бы каждому подписчику. И вот сегодня тот самый день. 84 миллиметра, Карл Густав. И я попадаю в щечку, прям в самое смаковое место. Если есть какой-нибудь Black Angus или какой-то хороший стейк-рибай, средней медиум прожарочки, это оно. Ай, как мне нравится. Вы только посмотрите на эту красоту. Просто вот... Если есть красота в мире оружия и пробитий, это лучший момент, который можно было представить. Я действительно начал нервничать, потому что мне предстояла очень ответственная задача. Я дважды попал вверх. И, конечно, зрителям и моим друзьям всем хотелось, чтобы было именно так, чтобы в эту щечку прошло, и оно прям за щечку, что называется. Пробивает 500 мм брони, но пробивает ли щечку? Вот в чем вопрос. Самый мощный снаряд, который есть у Карла Густава, это тот самый случай, когда он должен пробивать 500 мм брони. По большому счету, бронирование щечек вот этих 550, ну, в общем, чуть больше. И если он не пробил сейчас, то что? То значит танк Т-72Б красавчик.
Мы видим, пробитие было в башню, в верхнюю часть, дважды. Но в щечку-то, за щечку танку Т-72Б дать не смог Карл Густав. Маска орудия в полном порядке. Ствол внутри пробит, но его казенная часть в полном порядке. Ну и, собственно, щечка и ее вот это противоосколочное покрытие, чтобы взад-вперед осколки не летали, оно не пробито. Щечка выдержала полностью. Круто. Но слушайте, в большинстве случаев он пробил танк в некоторых местах даже насквозь. А вот щечка, конечно, за щечку не удалось дать. И это хорошо. Но, с другой стороны, танк Т-72Б придуман был еще когда. Но танк Т-72 потому и называется 72, потому что он придуман в 70-е годы. А Карл Густав в 48-м году, то есть фактически после войны. Значит, танк знал, что с Карлом Густавом лучше не шутить. Наши эксперименты хороши не только потому, что мы можем стрелять из грандиозных пушек, всяких натовских в том числе, но и как от них можно защититься. Так вот, можно ли от Карла Густава защититься при помощи обычного ящика, в котором, например, гильзы от пушки 2,42 30-го калибра? Они ведь тоже железные. Тандемный боеприпас, который хорошо бы, наверное, сравнить было с нашим крюком каким-нибудь или 7ВР, но 7ВР что-то у меня как-то не заладилось, знаете, все время он не срабатывает, как будто нас обманули. Но заряжаю еще разочек. Спасет ли ящик с гильзами от попадания тандемного боеприпаса? Чего уж там динамическая защита? Фишка в том, что вы можете, видишь, я курок беру, делаю вот так. У него ты спускаешь, и только в самом конце он щелкает. Щепки! Идем-ка глянем-ка. Теперь мы с вами умеем и Карлом Густавом пользоваться. Запросто, что называется. Чем дальше, тем интересней, согласитесь. Крупнокалиберный переполох за это время, за 5 лет своего существования, снял огромное количество видеороликов. И, кстати, если вы не заметили, мы вышли на новый уровень. Теперь наши ролики можно смотреть по выходным в субботу и воскресенье на телеканале «Россия-24». Я не знаю, как это вышло. Мы точно не возле какой-нибудь кормушки, но совершенно точно на нас обратили внимание. И это круто. Значит, однажды мы покажем вам подводные лодки, а может быть и даже в космос полетим, если с Илоном Маском хорошо подружимся. Так вот в чем вопрос. Спасают ли брусья, бревна, ящики, то есть любая, там, не знаю, ветошь или еще что-то, что стоит на танке? Ведь в данный момент я, похоже, попал туда, куда и хотел попасть. И снова в щечку. Ну надо же. Смотрите, одну гильзу прям перерубило. Вау! Алексей Николаевич, мое почтение! Это как это мы научились попадать тандемными боеприпасами Карла Густав в дефиците 2 штуками и в щечку? Ай, молодец! Ай, команданте! Разница между отверстиями видна невооруженным глазом. Как видите, кумулятивная струя первый раз пробороздила себе такую огромную воронку и как будто не хотела останавливаться, если бы не инженеры танка Т-72Б. А тут уже она как бы поменьше. Все еще горячая, но отверстие уже не такое интересное, как здесь.
Старым дедовским способом вставим по самой не балуйся и посмотрим, спасло ли это экипаж, если бы попадание было в другую часть танка. Так, я нашел тонкую палку, чтобы ее в отверстие запихать. Сделаем так, чтобы она точно проникла куда нам нужно. Так, первый раз пробитие было вот таким. Ну сколько? 20. Слушай, ну как будто бы не 500. Значит, Карл Густав все-таки не пробивает 500 миллиметров брони. Но с другой стороны, тут броня может быть другая. Там гомогенная броня была, а здесь может быть комбинированная. Керамические шарики с корундом здесь могут быть еще. Я вот что подумал. Но смотрите, вот моя метка. Я не убираю и пихаю в соседнее отверстие. Чего? В смысле еще меньше? Не то, что еще меньше. В 2 раза меньше. Ящик с гильзами в прямом смысле слова спасает экипаж. То есть наполовину уменьшает урон. И если вы смотрите сейчас это сидя на танке и запихивая гильзы в ящики, мое почтение. Друзья, с вами крупнокалиберный переполох. И знаете, действительно, это исторический момент, потому что Карл Густав я искал 3 года. И мы выяснили сегодня, что стрелять из него можно и нужно по танкам. Он пробивает его в бок, в корму, верхнюю часть в башню. Не пробивает, то есть не дает ему возможность это дать за щечку нашему танку Т-72Б. И мы выяснили, что обычный ящик с обычными гильзами может спасти вашу жизнь. С вами крупнокалиберный переполох. Не переключайтесь. Дальше будет интересно.